Друзья, всем привет! До сих пор на нашей кухне не было вытяжки. Пришло время исправить этот момент. Я буду устанавливать вот такую встраиваемую вытяжку. Для начала я убедился в работоспособности вытяжки. Все лампы светят, сама вытяжка работает. Можно доставать инструменты. Вот этот клапан рассчитан под трубу диаметром 125 мм. Ее я и буду использовать без каких-либо переходников. Сама вытяжка будет установлена вот в этот шкаф, заранее отведенном под вытяжку место. Разумеется, шкаф предстоит немного доработать, а для этого его придется освободить и снять со стены. Просто удивительно, как много алкоголя в непьющей семье. Кто смотрел мои ролики про кухню, помнит, что все модули соединены между собой с помощью мебельных стяжек. Как-то один профессиональный мебельщик сказал, что это тупое решение, мол, можно просто 30-й саморез вогнать и все будет окей. Наверное, когда гонишь халтуру, можно даже гвоздем обойтись, но это не мой случай. Итак, шкаф благополучно снят, а за ним видны предусмотрительно выведенные провода для розетки. В полках шкафа нужно будет сделать отверстие под трубу. Для этого я его частично разберу, отметив на деталях, где верх, а где передняя часть. Чтобы определить точное положение отверстия, я измерил вытяжку и перенес размеры на полку. И тут особое внимание следует уделить соблюдению золотого правила: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Выпиливать отверстия я буду при помощи лобзика и вот таких пилок для криволинейного чистого реза. Они уже обычных пилок и почти не оставляют сколов. Так как я правша, то я обвел лобзик против часовой стрелки. К тому же его постоянно тянуло влево, то есть внутрь круга. Первое отверстие получилось далеко не идеальным. Вот так вот немножко я накосячил. Но я по этому поводу не переживаю, так как все огрехи все равно никто не увидит. Осталось выпилить отверстие еще в 2 полках. В той полке, которая будет непосредственно над вытяжкой, я сделаю небольшой пропил под провод. Теперь полки можно устанавливать на место. Как вы видите, все отверстия имеют один центр. Теперь нужно установить переднюю стенку, чтобы спрятать вытяжку от глаз. Передняя стенка была заранее изготовлена вместе с кухней. Просто я ее не прикручивал, так как не знал, какую именно вытяжку буду устанавливать. Задняя стенка временно покидает шкаф, к ней я вернусь позже. Итак, вытяжку я решил сдвинуть максимально назад. С расположением передней стенки я определился, пора ее прикручивать. Прикручивать буду с помощью конфирматов, соответственно и отверстие я сверлю сверлом под конфирмат. Ну вот, теперь можно прикручивать саму вытяжку. Разные модели крепятся по-разному, конкретно эта вытяжка прикручивается через нижнюю панель. Чтобы вытяжка не сместилась при закручивании шурупов, я накернил на корпусе шкафа центры будущих отверстий. Так как шурупы достаточно толстые, то чтобы ДСП не раскололось при их вкручивании, я сделал отверстие. Никуда не денется, можно собирать. Для питания вытяжки я решил использовать накладную розетку. Определив расположение розетки на стене, я вычислил место для выреза под нее на задней стенке шкафа.
Ну вот, все, что надо было выпилить, я выпилил. Лобзик можно убирать. Пора устанавливать трубу. Труба встала так, как я и рассчитывал. Чтобы наметить линию реза на трубе, я просто приставил к трубе карандаш и вращал ее. Это не очень точный способ, и лучше его не использовать. Трубы я пилил с помощью обычной ножовки по металлу. Заусенцы убирал при помощи ножа. А теперь смотрите, друзья. Клапан от вытяжки достаточно свободно входит в трубу. Настолько свободно, что ни о какой герметичности не может быть и речи. Но я нашел, с помощью чего исправить этот момент. Автомобильная камера. С ее помощью я уберу зазоры между клапаном и трубой. Кстати, зазоры между трубой и полками я тоже убрал с помощью колец, вырезанных из все той же автомобильной камеры. Как вы видите, клапан с надетым на него резиновым кольцом достаточно плотно входит в трубу. Это уже совсем другое дело. Стыки между трубой и полками я решил заделать белым силиконовым герметиком. Итак, вытяжка на месте, труба не болтается, можно устанавливать заднюю стенку. И теперь заметно потяжелевший шкаф занимает свое место. Отверстие под розетку четко совпало с самой розеткой. Вытяжка работает, шкаф висит ровно, можно соединять его с соседними шкафами и переходить к следующему этапу. К сожалению, вентканал в нашей квартире находится не над плитой, и до него придется тянуть трубу. Но наконец-то эта дыра в стене будет закрыта вот такой площадкой с решеткой для естественной вентиляции. Правда, со стеной придется еще повозиться, и хорошо, что она не из бетона. Итак, начальные и конечные точки для воздуховода готовы, осталось только их соединить. Для этого нужны трубы подходящей длины. На этот раз я отмечаю линию реза при помощи хомута, так получается гораздо точнее. И чтобы совсем повысить точность разметки, я прибег к современным технологиям. С помощью лазерного нивелира я определил, на каком уровне будет проходить верхний край трубы. Это нужно, чтобы понять, какой длины будет участок, поднимающийся вверх от шкафа. Там, как вы видите, два колена под 45 градусов. Итак, вычислив длину всех труб и нарезав их по необходимым размерам, я временно собрал всю трассу. Убедившись в том, что все четко, я принялся за монтаж хомутов на стену. Места их крепления я вычислил с помощью все того же лазерного нивелира. И когда все подготовительные работы были завершены, я приступил к окончательной сборке воздуховода. В качестве соединителя всех элементов в единое целое я использовал силиконовый герметик. Он не только герметизирует стыки, но и крепко склеивает детали между собой. Сначала я наносил герметик на внешние части элементов воздуховода, как в случае с этим коленом. Но в таком случае, когда вставляешь колено в трубу, то весь герметик выдавливается наружу. Его приходится убирать. Если же наносить герметик на внутреннюю часть трубы, то при соединении деталей он останется внутри.
Итак, почти весь воздуховод собран. Осталось установить последнюю часть. Проблема в том, что хомуты на эту стену установить нельзя, так как труба находится слишком далеко от стены. А под собственным весом труба съезжает с площадки. Но из этого положения я нашел выход. Нанеся герметик на внутренней части этой трубы, я установил ее на место. А снизу просто подпер обрезком профиля. Буквально через час герметик затвердел и стал держать трубу без каких-либо подпорок. И вот что у меня в итоге получилось, друзья. Конечно, в идеале эту трубу лучше как-нибудь скрыть, и я над этим подумаю, хотя в глаза она не бросается. А в шкафу труба практически не занимает места. Как видите, весь наш алкоголь снова на месте, и осталась еще куча свободного пространства. Ну и про функциональность самой вытяжки. В темное время суток и при отсутствии других источников освещения рабочая поверхность под вытяжкой выглядит вот так. А со своей прямой обязанностью вытяжка тоже справляется неплохо. Уже на первой скорости она затягивает в себя весь пар с дальней от нее комфорки. Ну что ж, проект нашей кухни реализован полностью. Вся бытовая техника наконец-то заняла свои места. Как вам такой вариант установки вытяжки, друзья? Пишите в комментариях. А если ролик вам понравился, то жмите лайк и подписывайтесь на канал. Всем добра и творческих успехов. До новых встреч!